Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео будет переведено на английский, немецкий и, скорее всего, еще и французский языки. Чуть более 10 дней назад я начал получать сообщения от своих подписчиков о том, что YouTube работает не вполне корректно по отношению к моему каналу. Я никогда не обращал внимания на такого рода вещи, но здесь слишком наглядная ситуация. Меня убрали из трендов, из всех метрик русскоязычных, из трендов России, из трендов Украины, отовсюду. То есть, и сейчас мы можем наблюдать в трендах контент, который набирает меньше просмотров, ну и достаточно спорный по содержимому. При этом, я только что вам продемонстрировал, это российские тренды. В украинских трендах ситуация такая же, хотя там есть видео, которые там набрали 2 миллиона, есть видео, которые набрали за 2 дня 200 тысяч просмотров. То есть и видео, которые по активности явно уступают моим. Моими подписчиками высказывается предположение, что меня могли заблокировать как украинского пользователя для попадания в любые посторонние общие метрики. Даже если бы мой контент мог зайти в Европу, и там посредством СМИ его разнесли бы, то он все равно не вышел бы в тренды, несмотря на необходимую активность. Может быть, то, как набирают просмотры мои видео, недостаточно сильно набирают просмотры или может быть недостаточно сильная активность. Нет, на самом деле достаточно сильная активность. Кроме того, как вы знаете, в рейтингах русскоязычного ютуба я вышел на первое место по активности пользователей, которые меня смотрят, то есть вовлеченности аудитории. Что же происходит? Такое впечатление, как будто бы я попал в черный список, как будто бы меня внесли в черный список. В Украине существует свой офис Гугла, и находится он в Киеве. Однако же Google неоднократно позиционировали себя как неполитическую организацию, в которой они становятся на сторону одной или другой политсилы и не участвуют ни в каких политических конфликтах. У меня появилась информация, что вот эти вот люди, которых я вам показываю, это люди, которые имеют непосредственное отношение к странице «Типичный Киев». «Типичный Киев» достаточно полезная страница была, потому что на ней регулярно освещались всевозможные события, связанные со столицей. Однако же в период предвыборный, судя по всему, ребята все-таки взяли заказ на обеление действующей власти и на нападение на оппонентов действующей власти. Записи модератора страницы. Хороший Порошенко. Плохой Аваков, потому что он против Порошенко. Плохой Зеленский, потому что он конкурент Порошенко. Плохая Тимошенко, потому что она конкурентка Порошенко. Опять-таки плохой Зеленский. Плохая Тимошенко, конкурентка Порошенко. И вот хороший Петр Алексеевич Порошенко. Следующий товарищ, который также имеет отношение к группе «Типичный Киев». Это менеджер по продукту. На его странице, по сути, все то же самое. Плохая Тимошенко. Хороший Порошенко. Плохая Тимошенко. И вот внезапно мы видим запись от 19 марта. И данный человек находится в офисе Google Украина. Должен сразу сказать, что мне объяснили нахождение этого человека в офисе Google не политическим неким ивентом. Мол, там проходил или была подготовка к Atlas Weekend, мол, один из руководителей группы, которая сейчас занимается обелением президента и уничтожением его конкурентов, оказался в Google, в офисе Google по неполитическим делам. При этом, где оказался сам глава Google Украина 19 марта? Он оказался на 5 канале в программе «За чайком», который ведет Роман Чайка. Они обсуждали с Романом Чайкой фейки и как им противостоять. Ни для кого не секрет, что канал 5 напрямую принадлежит Петру Алексеевичу Порошенко. В данной программе, это цепь совпадений, можно сказать, что так, это все цепь совпадений. В данной программе ведущий Роман Чайка вместе с другим журналистом, который работает на пропагандистском телеканале «Эспрессо», слили мои личные данные, то есть адрес моего проживания, а также поделились информацией о том, что якобы я получаю какие-то деньги. В итоге оказалось, что эту информацию им скормил я сам. Лично. Таким образом, канал Порошенко опозорился. И именно в этой передаче
Именно на канале Петра Алексеевича Порошенко находился руководитель украинского Google 19 числа, когда в офисе украинского Google находились люди, которые модерируют группу, которая обеляет Порошенко и уничтожает его конкурентов. Опять-таки повторяюсь, цепь случайностей и совпадений. На самом деле, возможно, случайности. Но вот сотрудничество украинского офиса Google с украинской властью – это не случайность, и это факт. Наше сотрудничество с Google дает результаты. Юлия Светличная, 3 июля 2018 года. А вот руководитель офиса Google в Украине. Ну вот она сама. Она глава Харьковской областной государственной администрации. Отметила она свою пресс-секретаря. Также она отметила советника главы администрации президента Украины. Советника главы администрации президента Украины. То есть советник главы администрации президента Украины имеет отношение к каким-то совместным проектам Google Украина и украинской власти. Далее, перед вами заведующий кафедрой информационной политики и цифровых технологий Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Он сообщает, что 14 марта 2019 года имел честь быть самодератором некого мероприятия, которое было организовано Министерством информационной политики Украины совместно с Google и Национальной академией государственного управления при президенте Украины. Министерство информационной политики занимается государственной пропагандой и не скрывает этого. Министерство информационной политики используется нынешней властью для борьбы с оппонентами, с блогерами, в том числе со мной. Это также, по-моему, ни для кого не является секретом. Обратите внимание на человека, который находится рядом с нашим героем. Этот человек является государственным секретарем Министерства информационной политики Украины. Таким образом, Министерство информационной политики Украины, пропагандистский орган нынешней власти, сотрудничает с Google. Но это уже не совпадение. Теперь мы подходим к самому интересному. Свежая новость. Мы заходим на страницу фонда Петра Порошенко и видим на фоне логотипа Google министр образования и глава Google подписывают некий документ с женой действующего президента Петра Порошенко, Мариной Порошенко. Сообщается, что жена Порошенко вместе с министром науки Лилией Гриневич и директором Google Украина Дмитрием Шаломко подписали некий меморандум. В чем смысл этого меморандума, непонятно. В общих чертах, как будто бы дело благое, направленное на то, чтобы дети с особыми потребностями, дети-инвалиды, могли как-то там развиваться и заниматься. При этом можно было бы сказать, что дело не государственное, несмотря на присутствие там министра, если бы не администрация президента Украины, которая разместила новость об этом и расписала ее. Фонд Порошенко подписал меморандум с Google Украина. Если бы не то, что эта информация была разнесена всеми абсолютно официальными структурами Петра Алексеевича Порошенко, кандидата в президенты. В том числе вот на всех его верифицированных страницах было сообщение об этой новости. Петр Алексеевич Порошенко не является просто президентом, он является еще и кандидатом в президенты. И сейчас идет предвыборная гонка. Последние дни ее. И на этом этапе Google Украина начинает тесное сотрудничество напрямую с Петром Алексеевичем Порошенко. Потому что это его жена. На сайте Министерства образования мы находим чуть более подробную информацию о том, в чем заключается смысл этого меморандума. А смысл меморандума заключается в том, что на заказ государства будет создана электронная система, которая работает в инклюзивно-ресурсных центрах. То есть государство будет делать определенный заказ, и вот Google Украина будут заказ исполнять, таким образом получать средства. Не является ли это подкупом? На мой взгляд, является. На инклюзивное обучение выделяются государственные средства на 2019 год, в частности 504 миллиона гривен. За систему инклюзивного образования платят налогоплательщики, а на выделение денег настаивали иностранные доноры. Да? При этом фонд Петра Порошенко, который не выделяет собственные средства на эти цели, подписывает меморандум с Гуглом, а за несколько дней до этого с YouTube-каналом главного оппозиционного блогера Украины начинают происходить какие-то чудеса, на которые могли иметь влияние в офисе Google Украина.
При этом не стоит забывать, что еще есть другой фонд Петра Порошенко, на который выделено из госбюджета 1 миллиард гривен. Выделение миллиарда гривен потрясло даже самих соратников Петра Алексеевича Порошенко. Предполагалось, что за эти деньги он будет отправлять каких-то талантливых студентов учиться в Гарвард, в Ель, но ни один студент отправлен туда не был. Вполне возможно, что и второй фонд Петра Порошенко может подписать скоро меморандум с Google Украина. Информация о том, что офис Google Украина напрямую сотрудничает с Министерством информации, по сути с Министерством пропаганды, которое работает на действующую власть, не является секретной. При этом я могу себе представить, что произошло бы, если бы подобная информация вышла наружу, к примеру, в Российской Федерации или в какой-нибудь из стран Евросоюза. Google – компания, которая позиционирует себя аполитичной. Мы отправляем письма о недопустимости происходящего в центральный офис Google, без сомнения. Также мы начинаем интересоваться у технической службы Google, каким образом могло произойти то, что произошло с моим каналом, и возможно ли, что на этом мог повлиять украинский офис Google. Я полагаю, что Google следует внимательно разобраться с данной ситуацией. А всех, кто это смотрит, я призываю распространять данное видео. Украинский Google сотрудничает с действующей властью. До новых встреч. Подписывайся, потому что ни в одних метриках нас больше нет. Пока.